Привет, друзья! Сегодня в Германии и мире много неожиданных новостей. Кто станет новой главой железной дороги после громкой отставки Лутца? Почему Германия все сильнее зависит от овощей из Испании и Нидерландов? Как санкции Соединенных Штатов Америки ударили по экономике Швейцарии и чем это все грозит европейскому бизнесу? И к чему готовится Япония после новых американских тарифов, которые ввел Дональд Трамп? Все эти темы я разберу подробно. Ставьте лайк, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить самые важные события. И давайте начнем. Итак, к главной теме на сегодня. Министр транспорта Шнайдер инициировал масштабные изменения в руководстве железнодорожной компании. Его предварительное решение об уходе генерального директора Лутца уже вызвало активное обсуждение о преемнике и новой стратегии. Представители отрасли подчеркивают, теперь на министра возросло давление. В течение нескольких недель ему предстоит объявить новую концепцию управления и назвать нового главу компании. Сам Лутц продержится на посту до тех пор, пока не найдут преемника. Это согласовано между ним, министром и председателем наблюдательного совета. Шнайдер пообещал представить новую стратегию уже 22 сентября и постараться одновременно объявить нового руководителя. Критики Лутца надеются, что смена руководства приведет к конкретным изменениям. Они отмечают, что обещание вернуть фокус на внутренние задачи железной дороги прежний глава не смог реализовать. При этом точных кандидатуры на этот пост пока не обозначены, обсуждаются различные варианты, включая текущую главу регионального подразделения и других топ-менеджеров. Политики из других партий предупреждают, просто смена руководителя не решит проблем. Необходим усиленный государственный контроль и финансирование, иначе инфраструктурные проекты останутся под угрозой, а перспективы на реформу не ясны. Напомню, с 2017 года Лутц возглавлял компанию. Ранее он отвечал в ней за финансы, а итогом под его руководством стала масштабная программа модернизации. Планируется реконструировать около 40 ключевых маршрутов до середины 2030 года. Таким образом, на повестке дня кардинальная реорганизация. Новое правительство заложило в коалиционном соглашении переустройство наблюдательного совета и исполнительного совета также. Цель – это усилить компетенции управления и упростить структуру. Работы в этом направлении, судя по всему, уже начались. Но основное еще впереди. Будущий глава железнодорожной компании вступит в должность на фоне накопленных и сложных проблем, требующих срочных и непростых решений. Прежде всего, главная проблема – это всем известно систематические задержки. В поездах дальнего следования вовремя прибывает менее 2/3 рейсов. Некоторые направления отменяются, а в часы пик вагоны сильно загружены. Новый руководитель должен восстановить доверие пассажиров, сделав перевозки пунктуальными, надежными и комфортными. Ключевой здесь вопрос – это инфраструктура. Десятки участков, подвергшихся сильной нагрузке и износу, требуют комплексной реконструкции без остановки движения, что неизбежно вызывает временное неудобство. Первые серьезные работы начались на маршрутах, я говорил, Франкфурт-Майген, и сейчас ведутся на трассе Гамбург-Берлин. От нового руководителя ожидается, что он сможет претворить эту стратегию в жизнь при условии постоянного финансирования со стороны властей. Третий вызов – это финансирование. Долгое время инфраструктура оставалась в тени инвестиций, что и привело к колоссальному отставанию. Хоть средства сейчас и предоставляются, текущего объема недостаточно, чтобы привести систему в устойчивое состояние. Обеспечение последовательного финансирования – одна из ключевых задач нового главы правительства Фридриха Мерца. Кроме того, компания находится в затяжном дефиците. В рамках стартовавшей ранее программы сокращения расходов планируется оптимизация штата и повышение эффективности. Особое давление испытывает грузовой сегмент Deutsche Bahn Cargo, который должен выйти на прибыль уже в ближайшем году по требованию регуляторов. И, наконец, в поле внимания тарифные переговоры после окончания текущего соглашения с профсоюзом машинистов. Если конфликт затянется, это может сильно ослабить работу уже нового руководителя и создать тут негативный фон для его старта. А дальше интересные новости. Основными поставщиками свежих овощей в Германию становятся Испания и Нидерланды. Особенно они доминируют в поставках помидоров и огурцов. Почти все свежие огурцы импортируются именно оттуда. А среди томатов почти половина поступает из Нидерландов и пятая часть из Испании. В 2024 году на страну пришлось около 736 тысяч тонн импортных помидоров. Однако лишь около 12% всех свежих томатов были выращены
здесь, в Германии, местно. Включая переработанные томатные продукты, доля отечественных ресурсов составляет, внимание, около 4%. Салат – это одна из немногих культур, в которой страна почти самодостаточна. Более половины потребляемого салата в Германии выращивается здесь, а из импортируемого салата львиную долю поставляют Испания и Италия. При этом овощи не единственные импортируемые продукты. Значительный объем фруктов, особенно яблок, арбузов и апельсинов, также поступает из Испании. И интересно, что банан стал главным импортным фруктом. В 2024 году было ввезено около 1,34 миллионов тонн, преимущественно из регионов Центральной и Южной Америки. И это еще не все. Хочу рассказать, как себя чувствуют экономики нескольких стран. Я вам уже говорил, как Дональд Трамп ввел после сложных переговоров новые ограничения в отношении Швейцарии. Второй квартал 2025 года ознаменовался резким замедлением экономического роста в Швейцарии. Согласно официальным данным, валовой внутренний продукт ВВП страны в апреле и июне увеличился всего на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что значительно ниже 0,8% роста в начале года. Основной причиной этого стало ослабление промышленного производства, хотя сектор услуг показал положительную динамику. Однако более значительные трудности ожидают экономику во второй половине года. С 1 июля вступили в силу, как я вам говорил, новые американские пошлины на швейцарский экспорт, достигшие, внимания, 39%. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил это решение дефицитом внешней торговли со Швейцарией, который, по данным американских властей, в 2024 году составил более 38 миллиардов долларов. В ответ на эти меры швейцарские власти предпринимают шаги для смягчения последствий. Один из предложенных вариантов – это организация закупок самолетов Boeing через Швейцарию, что могло бы помочь снизить торговый баланс с Соединенными Штатами Америки. Кроме того, правительство стремится стимулировать инвестиции крупных фармацевтических компаний, таких как Roche и Novartis, в Соединенных Штатах Америки, где они уже анонсировали значительные вложения и создание рабочих мест. Тем не менее, экономисты отмечают, что последствия новых пошлин могут создать дополнительное давление на экспортно ориентированную экономику страны. Таким образом, в ближайшие месяцы Швейцарии предстоит преодолеть значительные экономические вызовы. И еще хочу вам показать статистику по экономике и другой страны. Экономика Японии в первом полугодии 2025 года показала неожиданную устойчивость. Рост внутреннего потребления, составляющий более половины валового внутреннего продукта страны, превысил все ожидания. Кроме того, инвестиции компаний и внешняя торговля также способствовали экономическому подъему, особенно после слабых показателей в начале года. Однако эксперты предупреждают, что позитивные данные могут скрывать более серьезные проблемы. Ожидается, что последствия введенные с США тарифов на автомобили и автозапчасти в 25% начнут ощущаться в третьем квартале. Экономист отметил, что рост экспорта в апреле и июне был обусловлен последними поставками до вступления тарифов в силу, и этот эффект не будет устойчивым. Министр экономики также выразил осторожность, отметив, что хотя данные свидетельствуют об умеренном восстановлении, необходимо учитывать риски, связанные с торговой политикой Соединенных Штатов Америки. В ответ на экономический рост и, возможно, инфляционные, кстати, риски, аналитики предполагают, что Банк Японии может повысить процентные ставки в октябре. Однако экономисты отмечают, что замедление экспорта может привести к ослаблению экономики в третьем квартале, и восстановление будет зависеть от внутреннего потребления. Если информация была полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.